Она всегда сидела на последней парте, стараясь не выделяться. Ее одежда была скромной, старой, а глаза взрослыми не по возрасту. Одноклассники редко с ней разговаривали, учителя смотрели с сочувствием. Ее семья жила бедно, мать работала на 2 работах, а отец ушел давно. Девочка редко жаловалась, просто молчала. Когда в школе объявили конкурс художественной самодеятельности, она не планировала участвовать. Но классный руководитель случайно услышал, как она тихо напевает в коридоре во время перемены. Что-то в ее голосе задело, он подал ее заявку без предупреждения. В списке участников она увидела себя случайно и, к удивлению многих, не отказалась. Настал день выступления. Зрители в зале оживленно болтали, кто-то тихо посмеивался, увидев, что на сцену выходит та самая невидимая девочка в потертом свитере и сжавшимися в комке руками. Она встала под свет софитов, опустила взгляд, вздохнула и начала петь. С первой ноты зал замер. Голос был чистым, сильным и проникновенным. Не детский взрослый, будто переживший слишком многое. Он лился как река, свободно, естественно, с какой-то необъяснимой силой. В нем было все: боль, надежда, одиночество и свет. Люди перестали смотреть на внешность, одежду, статус, остался только голос, обнаженная душа, звучащая на всю школьную актовую. Когда она закончила, в зале долго стояла тишина. Потом раздались аплодисменты, невежливые, а настоящие, от сердца. Некоторые учителя вытирали глаза. Одноклассники впервые посмотрели на нее иначе. Она просто поклонилась и ушла со сцены, не ожидая оваций. Но в этот день что-то изменилось. Она больше не была бедной девочкой с последней парты. Она стала тем, кого услышали. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.